Утром залезаю в Инстаграм, и первая фотография, которую я вижу, это Гарри Стайлс на Мет Гала, который цитирует своим образом девушку с жемчужной сережкой. Ничего меня не смущает, так как просыпаюсь я в 6 утра, а то и ранее, и начинаю листать дальше. Николь Кидман в каком-то тоже классном образе. Дальше Зендея. И думаю, подожди, стоп, а Зендея же не должно быть. И тут я понимаю, что еще же не 4 мая, 1 или 2, поэтому закрываю Инстаграм, иду жить свою жизнь. И сегодня я степенно хотела делать эпизод «Дьявол носит Прада 2», но, естественно, я не могла не зайти, не посмотреть, что там было на Мет Гала. А там была куча всего интересного, и тут я понимаю, я не могу не сделать этот эпизод. Здесь я буду махать руками, буду эмоционально. Я не готовилась делать этот эпизод, но понимаю, что я не могу не поделиться и не вставить свои 5 копеек про некоторые из образов, которые теперь не могу развидеть. Поэтому, извините, но будем рассматривать. Меня зовут Гонза Елена, я рассказываю о кино и костюмах кино, и сегодня мы обойдемся без кино и сериалов, но сосредоточимся на событии года, на Мет Гала, а также на публичных людях и их костюмах. Ну, по крайней мере, на некоторых из них. Как вы знаете, Мет Гала организует Анна Винтур, бывший главный редактор американского Vogue. Она это делает для Института костюмов, подразделения Метрополитен-музея. Институт костюмов когда-то, послевоенный период, переехал в Метрополитен-музей. Метрополитен выделил для него место, но отказался финансировать. А так как содержать подобные экспонаты, я имею в виду одежду, крайне дорогостоящая история, еще с 1946 года Институт костюмов, еще будучи отдельной организацией, уже начал организовывать Мет Гала. Таким образом, самые влиятельные люди из мира моды, на сегодняшний день еще и инфлюенсеры, дают деньги за места, которые им выделят на этом званом ужине. Более детально, если вам хочется прям узнать историю и о том, как готовят само мероприятие, я рекомендую посмотреть документальный фильм «Бал», где на примере одного из вечеров Мет Гала показано, как все происходит от и до. Кстати, не могу не похвастаться, как обычно, сейчас вот этой книжкой, сейчас все пойдет, упала. Эта книга как раз про Мет Гала, про то, что было на предыдущих вечерах, кто как появлялся в чем, ну, самые культовые, конечно, образы, какая была тема, как к ней готовились. Так что, если вам интересен выпуск прям про Мет Гала, напишите в комментариях, обязательно сделаем. Если нет, погнали дальше про фильмы. Официальная тема Мет Гала 2026 года – это искусство костюма, а дресс-код – мода – это искусство. Ну, соответственно, конечно, подогрев к этой теме уже был основательный, даже благодаря тому же фильму, который я буду рассматривать немножко позже, «Дьявол носит Прада 2». Кстати, там Мэрил Стрип, ну, в роли Миранды Присли, появляется на Мет Гала. А должна сказать, что сама Мэрил Стрип никогда не присутствовала на Мет Гала. Я ожидала, что она в этом году, может быть, появится, так как были предпосылки, скажем так, но нет. Про то красное асимметричное платье, кажется, от Balenciaga мы поговорим в следующем эпизоде, а здесь будем рассматривать наряды тех, кто пришел. И начнем мы, естественно, с хозяйки вечера Анны Винтур. Здесь она появилась в бирюзово-черном жакете с перьями, поверх бирюзово-черного расшитого платья, естественно, от Шанель и, естественно, созданного специально для нее. Я так понимаю, что искать какие-то отсылки к произведениям искусства, связанным с этим нарядом, просто гиблое дело, потому что здесь акцент делается на само платье, на сам костюм, как произведение искусства. Оно сделано вручную, и мы можем только предположить, ну, пока не появятся другие данные, сколько часов ушло на отделку этого наряда. Для сравнения сразу возьмем еще один образ от Шанель, в частности от Матье Блази, креативного директора этого модного дома.
Это платье Николь Кидман, оно обрамлено рубиновыми пайетками, и на это платье ушло 800 часов ручной работы. Третья мадам от Шанель – это Грейси Абрамс. Это американская исполнительница, и мне пришлось гуглить, кто это, потому что вот как раз в музыке я абсолютный ноль. Так вот, ее наряд также от Кутюр, от Шанель, и на него затратили 294 часа, а само платье обрамлено более 5150 элементами, в частности, пайетками, какими-то цепочками и кристаллами. Платье Абрамс, наверное, одно из самых запоминающихся на этом вечере, так как оно отсылает к работам венского художника Гюстава Климта, в частности, к картине «Поцелуй», а также к портрету Адели Блохбауэр первому. Я напомню, что существует такая история, будто Климт рисовал золотом или серебром. Нет, он наклеивал кусочки сусального золота, в частности, на картину «Поцелуй». Это действительно так и было, но он прям не был тем богатым художником, хотя он был достаточно богатым человеком, но, тем не менее, настолько он не распалялся в искусстве. Что же касается вот этого портрета Адели Блохбауэр, вы можете узнать историю про этот портрет, а также историю реституции этого портрета, то есть возвращение его непосредственным потомкам владельцев этой картины, благодаря фильму «Женщина в золотом», где главную роль играла Хелен Миррен. От себя скажу, что мне очень хотелось во что бы то ни стало увидеть этот портрет в Бельведере, но не случилось. Тогда уже он отправился своей непосредственной владелице, а чуть позже эту картину за $135 миллионов купили, и теперь она выставлена в новой галерее в Нью-Йорке. Ну и куда же деться без амбассадорки Шанель Марго Робби. Я уже не раз рассказывала про художницу по костюмам Жаклин Дюран, которая очень тесно сотрудничает с фирмой Шанель в создании образов персонажей. В частности, для фильма «Барби», где Марго Робби играла Барби, я рассказывала, как Шанель предоставляла какие-то архивные вещи свои. Также не так давно вышедший «Грозовой перевал». Там Шанель предоставляли свои броши. Ну и, естественно, для платья Марго Робби они не могли не потратить время, силы и средства. Марго здесь появилась в платье из золотого ламе, в частности указано, что это, по-моему, люрекс золотой, с вот этим вот шикарным шлейфом в виде лепестков цветов. Шанель затратили на это платье более 761 часа и 1100 вышитых элементов сделали на нем. Мне кажется, помериться часами на кутюр с домом Шанель может только дом мод Скиапарелли. Ну, так же, как когда-то 80-90 лет назад сама Эльза Скиапарелли и Коко Шанель были вроде как заклятыми врагами, но даже ходили друг к другу в гости. И в своей биографии, в частности, Скиапарелли вспоминала, что Коко поставила гостям миску с чечевицей. Но вернемся к Мет-Гала, и здесь в платье от Скиапарелли блистала Кайли Дженнер, которая, похоже, оставила Тимоти Шаламе дома. Только на вышивку этого платья было затрачено 11 тысяч часов. Вдумайтесь в это число. 11 тысяч часов. В частности, эта вышивка включала в себя 10 тысяч жемчужин в стиле барокко и 7 тысяч раскрашенных перламутровых рыбьих чешуек. Еще одна женщина, которая появилась в образе от Скиапарелли, это Лорен Санчес Безос. Не секрет, что они с мужем вложили солидные средства в этот вечер и дали солидную сумму денег на развитие института костюмов. И, конечно же, она должна была блистать, и она блистала. В ее образе соединилось все: и тема вечера,
И история, в частности, что Эльза Скиапарелли очень любила искусство и довольно часто цитировала его в своих работах. Ну и, конечно же, картина. Очень культовая картина, я имею в виду «Мадам Икс» Джона Сингера Сарджента. Просто напомню, что этот шедевр Сарджента довольно известная картина, ее довольно часто цитируют, и она была написана художником в 1883 году. Когда он представил ее обществу, эта картина вызвала такую уж бурю просто критики и возмущения, что страшно было представить. На ней была изображена светская львица мадам Пьер Готро, и что вызвало скандал, это шлейка, которая с плеча упала. Что там было, это невозможно себе представить. Это, по-моему, испортило жизнь самой Готро, да и Сардженту тоже добавило неприятных ощущений. Он перерисовал эту шлейку, он ее на плечо уже положил, но это не спасло ситуацию, и он эту картину у себя хранил, по-моему, 3 десятилетия, пока не продал ее непосредственно Метрополитен-музею со словами: «Это, похоже, самое хорошее, что я сделал в жизни». Безос, как женщину, которая привлекает к себе внимание довольно часто, естественно, заинтересовала эта деталь. Она рассказывала, что ей правда было интересно, насколько вот такая маленькая деталь, как шлейка, может вызвать такой шквал критики. И для нее в этой картине, естественно, присутствует символизм того, как культурные и модные стандарты меняются с течением времени. Естественно, Дэниел Роузбери, креативный директор дома Скиапарелли, взял дух картины за основу, но создал нечто немного другое, скажем так. В частности, да, здесь присутствуют лямки, они украшены жемчугом и кристаллами, и это не спадающая лямка, специально так сделана. Но, конечно, и Безос должна была участвовать, и она дала единственный комментарий, единственную просьбу. Она хотела, чтобы ее талия была подчеркнута. И, как позже говорила она на дорожке, в этом платье я спокойно дышу и хожу. После 10-летнего перерыва Бейонсе вернулась на Мет-гала. Она теперь не гость, который покупает свое место, она теперь сопредседатель. И появилась она в очень эффектном наряде. Этот наряд разрабатывал Оливье Рустен. Не говорится, сколько кристаллов было наклеено на вот этот скелет, но, знаете, я вспомнила, что делала когда-то выпуск про самое дорогое платье Голливуда. И тогда я рассматривала 2 платья, которые на самом деле большинство и не знают. Это было платье из Hello Dolly Барбары Стрейзанд и было платье, боже, даже уже не вспомню кого. В общем, там была часть из кристаллов, часть из меха. У меня есть этот эпизод, он сейчас только на украинском, и я думаю просто сделать более свежий обзор большего количества платьев. Так вот, тогда вот платье Барбары Стрейзанд весило 18 килограмм, даже немножко больше, а ей приходилось в нем танцевать. И из-за того, что это платье было очень дорогим, нельзя было сделать копию. Но Барбара скакала. Так вот, сколько весит платье Бейонсе, мне стало искренне интересно. А учитывая еще вот эту накидку из меха, которую несли 6 человек, ну, я думаю, что это потяжелее, чем доспехи будет. Будет интересно посмотреть, появится ли информация более детальная по этому наряду, но мне стало исключительно оно интересно из-за веса. Да и, по количеству этих кристаллов тоже, конечно, не лишним будет узнать. Еще одной женщиной в доспехах на этом мероприятии стала Хайли Бибер. Она появилась в наряде от Ив Сен-Лорана, и вот этот вот шарф и юбка выполнены из такого красивого легкого шифона, а вот корсет выполнен из 24-каратного золота. Это весьма нелегкий металл, поэтому также мне интересно, сколько оно весило. В любом случае, этот наряд был вдохновлен коллекцией Сен-Лорана 1969 года, и выглядит он эффектно.
Еще одна женщина в образе от Сен-Лорана — это Зои Кравиц. Ну, за Зоей всегда интересно наблюдать, она всегда потрясающе красиво выглядит, всегда безумно стильная, но я ожидала, честно говоря, что она на этом мероприятии появится с Гарри Стайлсом, тем более после того случая, который я вспоминала в самом начале выпуска. Но Гарри остался дома, а Зоя блистала в одном из самых востребованных свадебных трендов лета 2026 года. На ней было это безумно красивое черное кружевное платье, а то кольцо, которое якобы Гарри ей подарил, было скрыто от глаз, поэтому мы могли наслаждаться только ее видом от Антонио Ваккарелло, тем более не забываем тот факт, что она является амбассадором этого бренда. Кстати, обратите внимание на серьги Зои Кравиц. Это произведение ювелирное от Джессики Маккормак. Ее украшения я вспоминала не единожды. В частности, Марго Робби очень часто носит ее ювелирные украшения на пресс-турах. А здесь, хоть и они не являлись прямой отсылкой к сюрреализму, тем не менее, они очень хорошо подошли к дресс-коду этого вечера. А вот отсылку к сюрреализму и как раз благодаря-таки Ив Сен-Лорану привнесла Мадонна этим вечером. 3 июля выходит ее новый альбом, мы все его ждем, а здесь она выглядела довольно эффектно в окружении 6, по-моему, это ведьмы. Не помню точно, но эта картина отсылает к творчеству художницы Леоноры Каррингтон. Это сумасшедшее платье-комбинация, сделано из тафты и кружева. Здесь также присутствует немного фиолетовой органзы. И этот образ дополнен элементами, которые как раз мы видим на картине. Это черный корабль-призрак на ее парике из черных волос, а также это духовой инструмент в руках. Как обычно, Мадонна подчеркивает и свой собственный стиль, и очень прекрасно следует дресс-коду. Когда я увидела платье на Анжеле Бассет от Burberry, честно говоря, сразу вспомнилась фраза «Здравствуйте, белые штаны», и человек в них «Здравствуй». Я не могла развидеть это розовое платье, оно прям до сих пор у меня перед глазами стоит, но тогда же я подумала, что здесь наверняка какой-то и должен быть исторический код. И он здесь есть. В частности, этот образ отсылает нас к картине «Девочка в розовом платье», картине, которая висит в том самом Метрополитен-музее, и написана она была в 1927 году. Художницей, которая сделала эту картину, стала Лора Уиллер Уоринг, и она была дочерью активистки движения по борьбе с рабством, и она как раз писала свои работы в период Гарлемского ренессанса. Один из моих самых любимых образов на этом вечере – это образ Хантер Шафер, моего любимого шлюховатого ангела, как я назвала ее в предыдущем эпизоде, когда рассказывала про сериал «Эйфория». И здесь Хантер цитировала, благодаря сотрудничеству с Прадо, один из самых известных портретов Климта. Это портрет Меды Примавези, девочки, с чьими родителями Климт, в принципе, имел довольно близкие отношения, он с ними дружил. После банкротства они были вынуждены продать эту картину, этот портрет, и продали его где-то в 1920-х годах, и он оказался в коллекции Евгении Штайнер, женщины, которая коллекционировала искусство, в частности, картины Шилли и картины Климта. Но, кажется, в 1938 году все ее имущество конфисковали. Мы тогда помним, что в Вену пришел нацистский режим, и они довольно часто конфисковывали картины. Это не единственная картина Климта, которая через это прошла. В общем, Евгении удалось произвести еще в 1951 году процедуру реституции и вернуть
себе эту картину. А спустя какое-то время, по-моему, в 1964 году ее наследники передали эту картину в знак памяти как раз Метрополитен-музею, то есть она находится вот в непосредственной экспозиции этого музея по сей день. На этом вечере, кстати, были и образы, которые имели не только отсылки к живописи или скульптуре, но также которые рассказывали, каким образом современные технологии могут воздействовать на внешний облик. И, в частности, костюм Рианы об этом рассказывал. Это, во-первых, для меня было что-то похожее на карту Таро Мир, но эту карту, к сожалению, по понятным причинам я просто не могу показать, ну, классический, по крайней мере, вид этой карты здесь, но скажу, что этот образ разрабатывался Maison Margiela, и тут ткань довольно была интересная. В частности, тут использовалась ткань дюшас, то есть это такая благородная ткань, похожая на атлас, где есть глянцевая сторона и матовая сторона. Но штука в том, что эта ткань ткалась из переработанного металла, часто встречающегося в компьютерной проводке. То есть по факту можно сказать, что здесь использовалась технология той самой ткани ламе, о которой я не единожды рассказывала в предыдущих выпусках, то есть ткань, которая когда-то ткалась из золота или серебра. Настолько тонкие нити делали из этого металла. То есть здесь, во-первых, создали эти нити, а во-вторых, позже на эту ткань еще и закрепили все изделия, превратив тем самым инновационный материал в произведение искусства. То есть на этот корсет, в частности, было затрачено более 1380 часов ручной работы, так как туда нашивалось 11 тысяч, снова-таки, да, 11 тысяч, в общем, 11 тысяч хрустальных бусин, старинных украшений и многослойных цепочек. И, повторюсь, каждая из них была нашита вручную. Так, я вижу по времени, что я просто не успеваю рассказать обо всем, поэтому, скорее всего, вечером уже буду вам дописывать следующий материал. Многогранная артистка, чьи выходы всегда затмевают многих, будь то Мет Гала, будь то любой другой ее выход, это Жизель Моне. Почему я ее называю Жизель? Она Джанель Моне. В общем, она не единожды уже приковывала к себе внимание на Мет Гала. У нее всегда очень такие яркие и абсолютно, что ли, собранные образы. И здесь, естественно, она не могла упасть лицом в грязь, тем более, когда заявлена такая тема. В общем, она здесь появилась в платье от Кристиана Сириана, и это не просто платье. Это прям целый механизм, потому что это платье соединяло в себе технологии и природу. Оно, во-первых, сделано из переработанных материалов, и здесь мы видим, например, провода, мы видим механических стрекоз и бабочек на всем платье, даже бабочка у нее на голове, эти насекомые двигались, и кроме того, это платье было украшено еще и настоящим мхом. Винус Уильямс в этом году на Мет Гала появилась не просто как гостья, а как соучредитель этого мероприятия. Она рассказывала, что когда ей позвонили, она была просто в шоке, она не ожидала, но, естественно, ей было очень приятно. Она вообще с 2008 года посещает Мет Гала и, в принципе, очень любит проявлять себя через моду даже на корте. В этом году она пришла в платье, украшенном кристаллами Сваровски. От Джованны Энгельберт было это платье, и вдохновлено оно было картиной Роберта Пруита «Венера Уильямс. Двойной портрет», которая, кстати, была заказана для Национальной портретной галереи.
А ожерелье на ней — это не просто красивая вещица, оно, во-первых, вдохновлено Кубком Уимблдона, и, кстати, на картине мы же его тоже видим, а также оно является символом ее семьи и карьеры. Кроме того, это украшение является исторической отсылкой к борьбе за равную оплату труда в теннисе, ну и также, конечно, к первым темнокожим чемпионам этого вида спорта. Платье еще одной спортсменки, а именно китайско-американской фристайлистки Эллен Гу, вызвало у меня вау-эффект. Это платье называется Aero, и оно на создание его было затрачено 2550 часов и 15 недель совместной работы представителей высокой моды, науки и компьютерных технологий. Его создавала голландская дизайнер Ван Херпен, и она сделала его из 15 тысяч похожих на пузырьки стеклянных сфер. Микропроцессоры, управляемые через специальный цифровой интерфейс, были откалиброваны для автономной и бесшумной работы. И когда вы видели это платье, вы наверняка заметили непрекращающийся момент, когда эти пузырьки выходили и выходили из ее платья. Это было, правда, очень сказочно, фантастически. Невозможно поверить, что так может действительно выглядеть наряд. И для меня это был один из самых красивых, самых неожиданных и самых интересных нарядов этого вечера. Следующее платье, о котором я упомяну, это платье на Эмми Чемберлейн, и оно, честно говоря, меня не особо зацепило, но я решила о нем все-таки рассказать. В принципе, я видела эту девушку впервые в жизни, хотя подозреваю, что это очень популярная инфлюенсерка. Так или иначе, ее платье было раскрашено вручную, и как минимум этот момент заслуживает того, чтобы упомянуть о нем. В общем, это было платье от Мюглера, но оно было раскрашено художницей Анной Деллер-Ио, и она использовала 30 базовых цветов и распространяла их как бы по всему платью, смешивала эту палитру, и таким образом, получилось, что получилось. Она на это потратила в общей сложности 40 часов, а еще 4 часа это все сушилось. Наверное, это максимум, который я могу рассказать про этот наряд. А вот наряд, который вызвал вообще неоднозначную реакцию у всех, это наряд рэперши Карди Би, который был создан Марком Джейкобсом. Кстати, если вы смотрели «Дьявол носит Прада», вы наверняка помните тот небольшой эпизод, когда Миранда посещает Марка Джейкобса, и он ей рассказывает о своем прекрасном произведении, и Миранда пытается поверить в то, что оно действительно прекрасное. По большому счету, это платье показывало абстрактную форму человеческого тела и было вдохновлено работами немецкого художника Ханса Билмера, который известен своими куклами-женщинами в натуральную величину. В общем, по-разному можно относиться к этому наряду, но в любом случае стоит отметить, что ее выход уж точно не был скучным. Еще одна женщина, оставившая своего весьма популярного бойфренда дома, Кэти Перри. Она появилась на Мэтт-Гала в белом платье от Стеллы Маккартни, да еще и с солидным реквизитом. Во-первых, у нее с собой были карты Таро, и она их демонстрировала, и кто я такая, чтобы что-то говорить по этому поводу. А второй ее интересный реквизит напоминал фехтовальный шлем, и это был головной убор, разработанный Миодрагом Губерничем. Как говорила Кэти Перри, этот головной убор был разработан как буквальное, так и символическое отражение, побуждающее наблюдателя задуматься о том, что его восприятие других может отражать его собственный внутренний мир. Или наоборот, скрывать правду. В любом случае, этот наряд был весьма интересный, и
ну, на самом деле, очень красивый. И, конечно же, он и не перебил ее другой наряд, а я имею в виду наряд чизбургера, который она как-то надела после очередного Met-гала. Еще один наряд, который никого не оставил равнодушным и произвел, правда, вау-эффект, это наряд Хайди Клум. Ну, после того, как я увидела, как она наряжалась на Хэллоуин, я поняла, что это ее персональный праздник, это ее личный день рождения, выбранный ею самой. И, конечно же, теперь я каждый раз жду ее появления. Она выглядела будто высеченная из камня. Этот наряд ей создал Майк Марино, и ее наряд был вдохновлен такими произведениями искусства, как «Христос под плащаницей» Джузеппе Сан-Мартино и завуалированная весталка Рафаэля Монти. Если вам интересно, из чего состоял этот наряд, то здесь все просто: латекс и спандекс. Театральный продюсер Джордан Рот также привлекла к себе внимание своим видом. Она также пыталась воспроизвести скульптуру, и ее наряд был эксклюзивным от Роберта Вуна. Она рассказывала, что в принципе создание скульптуры – это довольно частая история, когда используется один человек. Но когда позируют двое, всегда между ними виден какой-то накал страстей, всегда это какая-то очень живая история. И для создания этого образа потребовалось около 12, по-моему, референсов, куча встреч онлайн, куча каких-то подгонок и примерок, но получилось, в общем, то, что мы видим, и я так понимаю, что именно такого эффекта она и добивалась. И если вы думали, что я забыла упомянуть про наряды от Диора, я не забыла, я оставила их напоследок, потому что мне они очень нравятся. Ну, во-первых, это наряд Наоми Уотс. Эта женщина в последнее время снималась в очень классных сериалах. Во-первых, это «История любви», где она играла Джеки Кеннеди. А второй сериал — это «Вражда», в частности, второй сезон, где она играла одной из лебедушек Трумана Капоте, и о нем я все никак не сделаю эпизод. В общем, здесь она появилась в очень красивом таком платье от Диора, и оно было украшено цветами. И это как раз такая красивая отсылка к цветочному натюрморту, к классике. Ну, какой, в принципе, как Наоми Уотс, так и Диор и является. В общем, здесь все красиво, все шикарно и просто глаз радует. В принципе, в Диоре появился много кто, и платья были очень узнаваемы, если вы смотрите показы теперешнего креативного директора Диор Джонатана Андерсона. Такое чувство, что Андерсону просто некогда было делать еще какие-то наряды, он просто расставал из предыдущих колец и говорил: на, надень, иди, все. Но одно платье было сделано специально по заказу, и оно было сделано для Сабрины Карпентер. Хоть на корсетной части этого платья мы замечаем кинопленку на кинопленке, все-таки это платье выполнено из тюля и украшено большим количеством страз. Мало того, это платье отсылает к кинематографу, ну хоть кто-то обратился к этому виду искусства, создавая наряд. А именно это платье отсылает к фильму «Сабрина», где играла Одри Хепберн, к фильму 1954 года. И мне очень нравится ее головной убор, где также, ну, я не знаю, как, элемент, да, назовем это так, элемент на лбу, на котором написано «Сабрина». Ну, чтобы никто не перепутал, что платье Сабрина вдохновлено Сабриной и специально для Сабрины. Ну и наряд, которым я хочу завершить этот обзор, возможно, неожиданный, а возможно и нет. Это наряд Сары Полсон. Но напомню, что предыдущие ее появления на Met-гала характеризовались просто как красивое, фантастическое, чудесное платье на Саре Полсон. А в этот раз Сара решила показать средний палец. Она появилась в маске кожаной,
которая называется «Ослепленные деньгами», и в платье из рваного тюля, так называемом платье дебютантки коллекции Matière Fécale. Ну, таким образом, она вроде как напоминала о том, что все вокруг ослеплены действительно деньгами и на самом деле думают о нем, а не о высоком. Ну, учитывая, что по слухам тот самый стульчик, который можно купить и на который можно сесть на Met-Gala, стоит около 75 тысяч долларов. Ну, это, возможно, и обоснованный поступок и жест. В общем, на сегодня все про Met-Gala. Я надеюсь, вам было интересно. Но если вы досмотрели до этого места, я думаю, что да. В следующий раз будем смотреть на костюмы из «Дьявол носит Прада 2». Спасибо, что были со мной, и присоединяйтесь, подписывайтесь, если еще не подписались. Спасибо и пока.